В мире не хватит ромашкового чая, чтобы усмирить твой гнев. А как же управлять гневом без ромашкового чая? Если ты часто крутишь в голове конфликтные ситуации, но не решаешь их в реальной жизни, то стоит задуматься, умеешь ли ты управлять своим гневом. Привет, я Ольга Вастикова, магистр по психологии, помогаю мужчинам стать увереннее в себе и построить счастливые отношения. В этом ролике ты получишь ответы на 3 важных вопроса. Как воспитание отражается на твоих эмоциях? Почему подавление гнева может стать губительным для твоих отношений? Какие последствия ждут тебя, если ты оставишь гнев без внимания? В конце видео я расскажу, что делать, если твои эмоции приносят тебе только тревогу и стресс, а не счастье. Гнев – это одна из самых мощных эмоций, которые может возникнуть у человека. И, к сожалению, наше общество учит нас скрывать и подавлять эту эмоцию, особенно в мужском мире. Слово «злость» имеет моральную оценку. Зло, плохо, а-та-та. Но гнев – это энергия. Она помогает осознать свои потребности, обозначить границы. И вообще гнев необходим нам для того, чтобы понимать свои желания и спасаться от угроз. Подавление гнева может привести к негативным последствиям как для здоровья самого человека, так и для его окружения. Важно понимать, что гнев – это нормальная человеческая эмоция, и умение управлять гневом очень важно, и этот навык сильно поможет тебе. В этом видео я расскажу тебе причины возникновения гнева у мужчин, последствия подавления этой эмоции, и я расскажу, как управлять гневом, чтобы использовать его с пользой для себя и окружающих. Давай проведем небольшой тест. Умеешь ли ты управлять своим гневом? Если ситуация тебе подходит, то отвечай «да». Ты часто чувствуешь себя раздраженным или обиженным из-за мелочей. Ты замечал, что иногда взрываешься без особой причины. Люди в твоем окружении часто говорят тебе, что ты слишком эмоционален или вспыльчив. Ты часто испытываешь чувство вины после того, как выразил свой гнев. Тебе сложно успокоиться после того, как ты разозлился, и ты часто переживаешь конфликтные ситуации. Если у тебя 4 или более ответов «да», то тебе стоит поработать над управлением своим гневом. Постоянное подавление гнева может привести к стрессу, психологическим травмам, ухудшениям отношений с окружающими или даже физическим заболеваниям. Расскажу тебе одну актуальную историю из моей психологической практики. Умный, амбициозный, целеустремленный Антон всегда ставил карьеру на первое место. Он обладает высоким уровнем ответственности, что очень помогает ему в работе. Несмотря на его профессиональные успехи, Антон столкнулся с проблемой, которая начала серьезно влиять на его жизнь. Он заметил, что сталкивается с частыми и интенсивными вспышками гнева. Эти вспышки часто происходят без видимой причины и могут быть вызваны мелочами. Например, какая-то небольшая неудача на работе или бытовая ситуация дома. Эти эмоциональные взрывы начали влиять на его отношения с коллегами, друзьями и семьей. Многие из его близких начали избегать общения с ним, опасаясь очередного взрыва гнева. Антон осознал, что его неконтролируемый гнев становится проблемой и решает обратиться за помощью. Потому что он понимает, что один с этой проблемой он справиться не сможет, и здесь нужен профессионал. Антон начал испытывать гнев почти ежедневно. Раньше такие эмоциональные вспышки были редкостью, но теперь они стали частью его повседневной жизни. Ворчание консьержки в подъезде могло вызвать у него внезапное чувство раздражения, которое быстро перерастало в агрессию. Его отношения с семьей стали напряженными. Дома часто возникают конфликты по мелочам, и Антон чувствует, что его близкие начинают его избегать. С друзьями ситуация не лучше. Многие из них стали реже звонить и предлагать встречаться, опасаясь очередного взрыва эмоций. Антон вырос в семье, где проявление эмоций, особенно гнева, считалось знаком чего-то стыдного и запретного. Его мама была строгой и часто критиковала Антона за любое проявление эмоций. В детстве у Антона были моменты, когда он чувствовал, что его не понимают или игнорируют, и это могло служить основой для накопления гнева. Мама говорила, что если Антон будет злиться, то это разрушит их отношения. Она не будет его любить и слушать, если он такой злой. Она вложила в его голову убеждение, что конфликты – это плохо, потому что нужно всегда оставаться добрым человеком и не выражать агрессию.
На протяжении многих лет Антон верил, что гнев – это что-то плохое, и что он должен избегать его проявления в любой ситуации. Он считал, что подавление своих эмоций делает его сильнее и увереннее. Однако, подавляя свой гнев, Антон не давал себе возможности понять свои границы и желания, что в конечном итоге привело его к неожиданным для всех вспышкам гнева. После нескольких консультаций со мной мы изучили гнев Антона. Мы разобрали установку от мамы, что гнев – это плохо. Антон вздохнул с облегчением, когда понял, что это экологично выражать свой гнев можно и даже нужно, чтобы не срываться на всех и не метать молнии в окружающих. Когда Антон разрешил себе злиться и понял, что это нормально, то вспышки гнева стали менее частыми и менее интенсивными. Он научился определять причину своего гнева и применять техники, чтобы предотвратить эту вспышку. Антон также стал более открытым в общении со своими близкими, что помогло улучшить его отношения с семьей и друзьями. На работе его коллеги заметили, что он стал более спокойным и сосредоточенным, и это положительно сказалось на его профессиональной деятельности. Антон начал воспринимать гнев не как врага, которого нужно избегать, а как естественную эмоцию, которую можно контролировать. Он осознал, что гнев – это сигнал о том, что что-то идет не так. И вместо того, чтобы реагировать на этот сигнал агрессией, он научился искать причину своего недовольства и решать возникающие проблемы конструктивно. Антон также освоил техники саморегуляции, которые помогают ему оставаться спокойным даже в стрессовой ситуации. С изучением гнева я работаю с каждым вторым моим клиентом. Это очень популярная эмоция, которая подавляется с детства. 4 причины, почему мужчины подавляют свои эмоции, в частности гнев. Первое. Воспитание. Мужчинам обычно внушают, что они должны быть сильными и уверенными в себе. Выражение эмоций, в том числе и гнева, часто воспринимается как проявление слабости. Мужчины таким образом могут стараться подавлять свой гнев и агрессию, тем самым превращаются в бомбу замедленного действия, потому что гнев, кортизол, из организма никуда не уходит. Он требует выхода. Если гнев не замечать, то он будет копиться, а потом, как у Халка, внезапно взорвется. Чё ревешь, как девчонка? Будь сильным и не показывай свою слабость. Не говори про свои чувства, ты же не сопливая девка. Все эти фразы вызывают у мальчика стыд и учат подавлять эмоции. Ты привыкаешь это делать и во взрослой жизни, и ты можешь страдать и не понимать, почему же так хреново живется. Страх перед потерей контроля. Мои клиенты-мужчины часто говорят, что им страшно потерять контроль над собой, если они будут проявлять свой гнев. Они опасаются, что если начнут выражать свои эмоции, то не смогут остановиться и контролировать себя. Им кажется, что это может привести к более серьезным последствиям. Третье. Соблюдение стандартов общества. Общество часто не одобряет проявление гнева и агрессии. Чтобы люди не били друг друга по лицу на улице. Мужчины могут считать, что если проявлять гнев, то они нарушают правила и нормы общения, и это может вести к негативным последствиям. Осознавать свой гнев важно, и нужно уметь им пользоваться. Четвертое. Неумение выражать эмоции. Поскольку мужчинам не всегда позволяется выражать свои эмоции, они могут просто не знать, как это делать. Они могут чувствовать собственную неуверенность и бояться ошибиться или показать себя в негативном свете. Подавление гнева – это выученная с детства стратегия поведения, которую некоторые люди используют для того, чтобы избежать конфликта и сохранить мирные отношения с окружающими. Однако это поведение может иметь серьезные негативные последствия как для психического, так и для физического здоровья. К чему приведет подавление гнева? Первое. Подавление гнева может привести к накоплению кортизола и напряжения в теле. Со временем весь этот коктейль может стать просто непереносимым. Это может привести к взрыву гнева, который может причинить вред окружающим и оставить человека с ощущением стыда и вины. Аутоагрессия. Подавление гнева может вызвать внутреннюю напряженность, которая может выражаться в форме аутоагрессивного поведения. Если боимся проявить злость, то она проявляется на себя самого. Например, давить прыщи, выдергивать волосы, грызть ногти и так далее. Третье. Физические проблемы. Подавление гнева может вызвать ряд физиологических проблем, включая головные боли, боли в животе, гипертонию и другие болячки, бяки.
Четвертое. Снижение самооценки. Когда гнев подавляется, это может привести к негативному влиянию на самооценку. Это может вызвать чувство неуверенности и снижение чувства собственной значимости. Пятое. Проблемы в отношениях. Подавление гнева может привести к нарушению отношений как с близкими, так, например, и с коллегами. Это может вызвать проблемы с коммуникацией, недопониманием и раздражением. Как я уже говорила, гнев – это очень важная эмоция, которая сообщает, что наши личные границы нарушаются или что базовые потребности не удовлетворяются. Игнорировать гнев не нужно, как и причислять его к категории плохих эмоций. Однако, вот тебе 4 способа, как обращаться с гневом, чтобы не наносить вред себе и окружающим. Первое. Признай свои эмоции и осознай их причины. Если ты чувствуешь гнев или агрессию, тебе необходимо признать, что это нормальные человеческие эмоции. Попробуй проанализировать, что вызвало эти чувства, чтобы понять, как лучше с ними справиться. Второе. Дыхание и пауза. Когда ты чувствуешь, что гнев начинает накапливаться внутри, то сделай глубокий вдох и медленно выдохни. Это простая практика, которая поможет тебе отделять реакцию от действия и даст тебе возможность обдумать, как лучше реагировать. Третье. Вырази свои чувства через «я-сообщение». Вместо того, чтобы сказать «ты дура тупая», попробуй сказать «я чувствую себя раздраженным, когда это происходит, потому что…» и дальше называешь причину. Это делает коммуникацию более конструктивной и снижает вероятность конфликтов. Четвертое. Занимайся физической активностью. Если ты чувствуешь, что гнев переполняет тебя, займись физическими упражнениями. Это может быть быстрая прогулка, растяжка или даже несколько простых упражнений. Физическая активность помогает снизить уровень стресса и направить энергию в более продуктивное русло. Но это еще не все. Многие пытаются самостоятельно работать со своими эмоциями, читают книги, смотрят мотивационные видео на YouTube, обращаются к специалистам по эзотерике, тарологам или даже пытаются насильно что-то изменить. Но в конечном счете такой подход оказывается неэффективным. После многочисленных попыток многие готовы опустить руки и обвинить во всем окружающих. Если ты устала от неудачных попыток, у меня есть для тебя особый модуль в моем курсе. Модуль называется «Работа с эмоциональным состоянием». Раньше я делилась этими методами только на платных личных консультациях. Посмотрев этот модуль, ты узнаешь, как справляться со своим внутренним Халком. Также мой курс про то, как построить отношения, которые станут для тебя источником радости и удовлетворения. Ну и в любом случае помни, ты красавчик, и Вастикова с тобой.